Всем привет, я Оля Бойко, и сегодня хочу поделиться с вами партерными фишками в стиле Heels. Очень рекомендую вам хорошенько разогреться перед нашей мини-тренировкой и, конечно же, не забудьте наколенники и каблуки. И приступим. Итак, наше первое движение. Вообще я нашла его на просторах Инстаграма у одного бибоя, и это вообще движение из брейкданса. Но оно мне очень сильно понравилось, и я решила его адаптировать, переделать и сделать в стиле Heels. В общем, выглядит прикольно, интересно, сложно и запутанно, но на самом деле, если понять траекторию движений, куда как двигаться, то оно подходит для начинающих и абсолютно выполняемо, вам не нужно каких-то сверхусилий для него. Для начала посмотрите на это движение. Мы выйдем в это движение красиво. Давайте начнем с вами с этой точки и уходим в партер от головы через прогиб. И вот мы уходим вниз и ноги закидываем назад, ровные. Коленки максимально втянуты, коленки вместе, стопы вместе. И мы приклеили с вами наши пальцы к полу. Эта часть тела, вот пальчики, у нас вообще не двигается. И мы сейчас будем с вами работать только корпусом, стараясь не отрывать руки от пола и приклеить пальцы ног к полу. Начиная движение, переношу корпус на правую сторону, и левая рука у меня идет вверх. Из этого положения я ухожу в прогиб и поднимаю таз как можно выше. Коленки вместе, стопы вместе, не отрываем их от пола. Продолжаю движение, продолжаю рисовать круг руками. Правая ручка у меня идет вверх, левая вниз. И таким образом я помогаю себе перенести вес на левое плечо изначально, и потом снова вернуться в исходное положение. Стопы вместе, коленки вместе. И вернуться вниз, сгибаем правое коленко и поднимаемся вверх через прогиб. Смотрите, важные нюансы, которые я хочу рассказать отдельно. Когда мы с вами находимся на полу, мы рисуем круг нашими руками и таким образом помогаем себя направить на правильную траекторию. Ручки у нас рисуют круг, да, начиная с левой руки, правая догоняет, и вот мы выходим в это положение. То есть у нас все время руки рисуют такой круг, да, полный, ведя наш корпус. Потом мы стараемся управлять нашим телом, напрягать мышцы, особенно таз, не забывать про коленки, не рассоединять их. И мы стараемся вообще тазом не касаться пола, то есть он все время максимально у нас на весу. Окей, и еще несколько моментов. Смотрите, снова пробуем еще раз, да? Мы уходим вниз в партер от головы, запрокидываем ножки назад, коленки ровные, стопы приклеены. Переносим вес больше на правое плечо, левая ручка сразу идет вверх, не отрываем их от пола. Дальше я ухожу в прогиб, в пояснице, выравниваю ручки, стопы вместе. Еще смотрите, очень важный момент в этом положении, чтобы вы не скрещивали здесь ноги. Не скрещивайте, потому что потом дальше будет сложно вернуться в исходное положение. То есть из этого положения я просто, вот пальчики приклеены, я переношу вес, пяточки вместе, хорошо, но не накрест. Из этого положения продолжаю движение, правая ручка идет вверх, левая вниз, переношу вес на правое плечо, возвращаю ножки и опускаюсь вниз в нашу исходную точку, через прогиб поднимаюсь вверх. И еще раз совмещаем более плавно и гибко, и стараемся делать движение абсолютно без точек и плавнее. Приготовились. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4. Еще раз. И наше следующее движение – это поворот в партере. Это мое любимое движение, я его часто делаю, всегда во всех хореографиях. Это вообще база Heels, но я хочу, чтобы мы выучили с вами сегодня эту основу и также попробовали разные варианты завершения этого поворота. Так я считаю, что его можно использовать очень по-разному.
очень красиво, пластично, сексуально. Короче, подкину вам идей. Погнали. Итак, давайте выучим самый базовый заход. Это когда мы даем себе форс. Давайте сейчас пробуем в одну сторону. Это сделаем замах в левую сторону. Давайте возьмем ручки достаточно базово, просто как можно ближе возле себя, то есть старайтесь не раскидывать ими, не мешать себе руками, а наоборот держать их ближе к корпусу. Можете так, как вам комфортнее. Да, и мы переносим вес на нашу левую ногу, да, тем самым даем себе форс. Немножко я закручиваю свой корпус, да, сюда. Есть разные варианты захода в этот поворот, на самом деле это такой самый базовый, самый легкий, да, с таким форсом. Вот, мы закинули корпус в левую сторону к ноге, я переношу вес, видите, я поднимаю сразу пяточку каблук. Отсюда первое, что нам нужно выучить движение, это мы соединяем коленки, соединяем стопы. Да, то есть из этого движения очень важно соединить колени и стопы. Если вы не будете соединять коленки, то вам гораздо будет сложнее сделать поворот, так вы себя будете останавливать. Если не будете соединять стопы, это выглядит как детская позиция, это очень некрасиво. Поэтому самое важное, первое в этом движении, соединить колени и стопы. Второй важный момент, это мы с вами натягиваем стопы, потому что если вы их не натянете, то вы будете себя тормозить. То есть это ваш тормоз, это ваш газ. Это тормоз, это газ. Не тормозим. Итак, мы даем себе форс. Дальше мы как можно резче начинаем поворот, в данном случае в правую сторону, соединяя коленки, соединяя стопы. И если вы все делаете правильно, то вы можете делать этих поворотов столько, сколько вам комфортно. Но еще очень важный момент. Мы стараемся вытянуть наш корпус. То есть важно его не заваливать вперед, назад, вправо, влево, не расслаблять. Потому что куда вы расслабите свой корпус, туда вы, скорее всего, и упадете. То есть очень важно, мы как будто тянемся макушкой к потолку, тем самым давая себе как можно больше форс и точку опоры, балансируйте. Да? То есть я на самом деле часто еще помогаю себе дыханием. Я делаю это движение на вдохе, да, то есть вдохе и концентрирую полностью свое внимание на балансе, на дыхании, вырастаю вверх. Я прям представляю, как я пускаю корни вверх в этом движении. Пробуем только сам поворот. Приготовились? 5, 6, 7, форс, поворот. Пробуйте делать поворот столько раз, сколько вам комфортно. Начните с полкруга, потом круг, 1,5, 2, и сколько угодно, да, то есть чем сильнее вы даете себе форс, чем комфортнее выбрали траектории, тем больше кругов разных вы можете сделать. Движение достаточно легкое, и еще один момент, который хочу добавить, старайтесь не поднимать сильно высоко ножки. Почему? Потому что так вы переносите вес на вот эту вот часть коленки. Это достаточно опасно, из-за того, чтобы мы все-таки танцевали и были здоровыми, да, не травмировали себя. Поэтому вот эта вот зона, часть коленки, это опасно. Здесь достаточно безопасно, и вы не будете себя травмировать. То есть мы стараемся крутиться на этой части ноги. Чтобы крутиться на ней, мы не поднимаем высоко ножки. Мы стараемся держать их ближе к полу, но стопы натянуты. И сейчас мы пробуем с вами разные выходы из этого поворота. Смотрите, выходы на самом деле могут быть абсолютно разные. То есть я хочу, чтобы я вам сейчас дам наброски, а дальше вы будете использовать свою фантазию и пробовать, как еще вам комфортно закончить этот поворот. Потому что по факту вы делаете замах. С этого положения вы можете сделать поворот и выйти назад, допустим, прогиб. Да? Но это может быть целостно, без пауз, как одно цельное движение, поворот, да? Или это может быть, допустим, поворот и уход вниз, да, то есть в этом повороте можно открыть ножку и уйти сразу в партер через волну. Давайте пробовать еще разные варианты, использовать свою фантазию. Допустим, можно сделать поворот и уйти резко, бум, в партер, такое положение. Опять же, это можно делать в разных ритмах, с разной интонацией, так сказать. Можно плавнее это сделать, да, то есть это будет раз и два, да, или это будет резкое движение, поворот, бум, уход вниз. Да, то есть можно играться с ритмами, играться с мягкостью, жесткостью, играться с разными вариантами, в принципе, как и начало, так и окончания этого движения. Да, можно, допустим, бум и бум, сразу идти вниз. То есть попробуйте сейчас закончить эти повороты, используя прогибы, используя линии разные, используя волны, используя точки или, наоборот, мягкое окончание этого поворота.
Здесь наше задание поиграть с фантазией и попробовать закончить движение, не падая, а именно переходя в красивое следующее движение. Пробуем. И наше последнее движение. Это движение из моей хореографии Inner World. Очень люблю эту хореографию под Аманати Табу. Если не видели, обязательно посмотрите на моем канале. Оно достаточно сложное, но интересное, поэтому, как говорится, challenge yourself. И погнали. Итак, начинаем это движение в этом положении. Соблюдаем прогиб в спине. У нас коленки и стопы здесь вместе. Сейчас попробуем начать движение с правой ножки. Правая нога, правая стопа рисует круг по траектории слева направо. Когда мы рисуем этот круг, мы стараемся коленки держать вместе, абсолютно их не отрывать. Да? То есть нарисовали кружочек, прям полностью вводите во все точки и не срезайте круг. То есть точка лево, центр, право, вниз. Еще раз, 7, 8. Раз и 2. Дальше продолжая этот круг, только теперь мы рисуем полностью движение ногой, то есть не только прокручивая в коленке, а теперь мы уходим полностью в левую сторону, вверх, в правую сторону, вниз. Угу. Еще раз, только теперь давайте соединим, да, то есть мы начинаем движение стопой и дальше движение ножкой. Угу. Когда делаем это движение, стараемся делать настолько, насколько максимально позволяет вам растяжка, но скажу честно, когда мы делаем это движение медленно, оно сложнее. Но в динамике, чем мы быстрее работаем ногой и стопой, тем это движение по итогу проще и красивее выглядит. Да, то есть никогда через напряжение, а через просто инерцию мы рисуем эти круги. Итак, еще раз то же самое. 7, 8. Раз, 2, 3, 4. И дальше мы с вами уходим, продолжаем движение, и правая нога у нас идет внутрь, мы переносим вес на нашу правую ручку, левая ручка открывается просто по корпусу, ну в целом как вам комфортно, можно здесь, просто левая рука обыгрываем, как нам больше нравится. Но суть в том, что здесь очень важно выровнять правую ножку, увести ее четко по горизонтали, старайтесь не уводить ее в разные диагонали, а прям открыть ее максимально. Вес у нас сейчас на правой ручке. И дальше мы делаем реверсовое движение, то есть идем обратно, переносим вес снова на 2 руки, вытягиваем нашу правую ножку, выравниваемся снова в это же положение, продолжаем движение, и правая ножка у нас рисует круг снова, и мы падаем с вами, бум, на правую сторону открываемся. В моменте этого движения, то есть мы стараемся довести ножку ровной настолько долго, насколько это возможно. Только когда мы уходим уже вниз в партер, мы в самый последний момент ее сгибаем, да? И когда уходим вниз на последнее движение, старайтесь не падать на пятку, то есть не делать громкое движение, а уходить вниз на стопу. То есть мы натягиваем правую стопу и приходим на пальчики мягче. И тоже очень важный момент, мы не расслабляем корпус, не расслабляем ноги, а мы контролируем свое тело, чтобы мягко прийти, чтобы не просто упасть, да, а чтобы мягко на мышцах прийти вниз. И в целом все это движение делается на мышцах. Пробуем еще раз с самого начала. Итак, правая ножка рисует круг, да, сейчас только стопой. Дальше после этого мы рисуем полноценный круг ногой и продолжаем движение. Правая ножка идет внутрь. Переносим вес на правую руку, левая ручка просто открывается. И возвращаем движение, все то же самое, вес на 2 ручки, правая нога идет вверх и опускаемся вниз, да, открывая левую ножку. И готово. Пробуем еще раз. Сейчас стараемся делать движение как можно мягче и без прекращения, да, то есть мы не сделали круг, остановились, второй круг, остановились, точка, остановились и дальше. Мы стараемся сделать это все как одно большое цельное движение, прям без остановок и мягче. Поехали. 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Хорошо. И еще раз.
Ну что, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравился такой формат. Если понравился, пишите в комментариях и, конечно же, ставьте лайки. Если будет больше, чем 20 тысяч лайков, я точно сниму еще похожее, подобное видео. Вот, короче, будете танцевать, снимайте видосики, отмечайте меня в Инстаграм, давайте обмениваться энергией, заряжаться и мотивировать друг друга быть лучше. Всем спасибо, всем пока!